Анна сидела за кухонным столом, уставившись в экран телефона. Сообщение от брата пришло как удар под дых. «Аня, прости, но Диме лучше не приходить на свадьбу. Он слишком непредсказуемый». Мама согласна. Сердце заколотилось. И она почувствовала, как мир рушится. Как мог родной брат, которого она растила как сына после смерти отца, так просто отвергнуть ее ребенка? Дима, ее 8-летний сын, с его аутизмом, который делал его непредсказуемым в глазах других. Но для нее он был просто мальчиком, нуждающимся в понимании. Она отложила телефон и посмотрела на Диму, игравшего в углу с конструктором. Его сосредоточенное лицо с легкой улыбкой, когда детали соединялись идеально, трогало до слез. «Мама, смотри, я построил дом для нас», — сказал он, не поднимая глаз. Анна кивнула, борясь с комом в горле. Как объяснить ребенку, что его дядя, которого он обожает, не хочет видеть его на самом важном дне своей жизни? Это было не просто приглашение, это было признание, что Дима не вписывается в идеальную картинку семьи. Вспомнились детские годы. После смерти отца, когда Анне было 18, а Сергею всего 10. Она взяла на себя роль опекуна. Работала на 2 работах, чтобы оплатить его учебу. Жертвовала своей жизнью. Мама, Вера Ивановна, тогда была в депрессии, и Анна стала столпом семьи. Теперь Сергей, успешный менеджер в Москве, женится на дочери влиятельного бизнесмена. Свадьба — событие года. С гостями из высшего общества. И Дима, с его внезапными вспышками, когда шум или толпа перегружали его, мог испортить атмосферу. Анна понимала логику, но сердце кричало от несправедливости. Она набрала номер мамы. «Мама, это правда. Ты поддерживаешь Сергея?» Голос Веры Ивановны был твердым. «Да. Анечка, Диме будет сложно там. Толпа. Музыка. Лучше дома с няней. Это для его же блага-то». Анна почувствовала предательство. Для его блага. Или для вашего удобства. Он семья. Разговор закончился криками. И Анна бросила трубку. Вечер прошел в слезах. Она думала о том, как Дима изменил ее жизнь. После развода с мужем, который не выдержал особенного ребенка. Анна осталась одна. Но Дима научил ее терпению. Любви без условий. А теперь семья, которую она строила, отвергает его. На следующий день Анна решила поговорить с Сергеем лично. Она поехала в Москву, оставив Диму с подругой. В кафе, где они встретились, Сергей выглядел виноватым, но решительным. «Аня, пойми, Катя нервничает. Ее родители консерваторы. Если Дима закатит истерику». Анна прервала. «Истерику? Это перегрузка. Ты знаешь, что он аутист. Ты играл с ним, когда он был малышом». Сергей вздохнул. «Я знаю. Но это моя свадьба.
Я хочу, чтобы все было идеально. Мама права, это не место для него. Слова жгли. Анна видела в брате не того мальчика, которого она защищала, а амбициозного мужчину, готового жертвовать семьей ради статуса. Вернувшись домой в Петербург, Анна не могла уснуть. Мысли кружились, стоит ли бороться или принять, чтобы не разрушить семью. Но внутри рос гнев. Она начала планировать. Может, не пойти на свадьбу сама. Это будет удар, но справедливый. Дима спросил вечером: «Мама, когда мы поедем к дяде Сереже на праздник?» Анна солгала: «Еще не решили». Солнышко точь. Ложь жгла. Но правда ранила бы сильнее. Она понимала, что это начало войны не с оружием, а с эмоциями, где каждый выбор несет потерю. Конфликт нарастал. Друзья семьи звонили, спрашивая, что происходит. Анна держалась, но внутри кипела. Она вспоминала, как в детстве Сергей болел, и она сидела у его постели ночами. Теперь он здоров, успешен, но забыл благодарность. Мама, всегда предпочитавшая сына дочери, теперь подтверждала это. Анна чувствовала себя изгоем в собственной семье. «Почему я всегда жертва?» — думала она. Решение пришло внезапно. Она напишет письмо всем родственникам, объяснив ситуацию. Пусть знают правду. Это риск, скандал перед свадьбой. Но молчание значило предательство Димы. Письмо было готово к вечеру. «Дорогие родные, Сергей и мама решили, что мой сын Дима недостоин быть на свадьбе, потому что он непредсказуемый. И я не приму это. Если Дима не приглашен, то и я не приду. Отправить?» Анна колебалась. Это могло разрушить все. Но для Димы она была готова. Нажала «Отправить». Телефон зазвонил сразу. «Мама в истерике. Что ты наделала? Ты разрушаешь жизнь брату». Анна ответила спокойно: «Нет. Мама, это вы разрушаете мою». Ночь прошла в звонках и слезах. Семья разделилась. Одни поддерживали Анну, другие осуждали. Утро принесло новый удар. Сергей позвонил: «Аня, ты эгоистка. Из-за тебя Катя плачет». Ее родители в шоке. Анна почувствовала вину, но стояла на своем. «Ты выбрал статус вместо семьи. Я выбираю сына». Разговор закончился молчанием. Теперь свадьба висела на волоске. Анна осознала цену, возможно, потеря брата навсегда. Но для Димы это было правильно. Вечером она обняла сына: «Мы всегда вместе». «Правда?» Он кивнул, не понимая глубины. Конфликт только начинался. И Анна знала, что впереди больше боли. Прошла неделя после письма, и дом Анны превратился в крепость. Телефон не умолкал, родственники звонили, уговаривая, осуждая. Тетя Ольга, сестра мамы, поддержала: «Анечка, ты права. Дима — часть семьи. Сергей — эгоист». Но большинство молчали или винили Анну в скандале. Мама приехала в Петербург, чтобы разобраться.
Встреча была напряженной. Вера Ивановна села за стол. Ее лицо было каменным. Ты всегда была упрямой. Думаешь только о себе и Диме. А Сергей? Его будущее. Анна налила чай, стараясь сохранять спокойствие. Мама. Дима твой внук. Почему ты его отвергаешь? Вера вздохнула. Я не отвергаю. Просто. В нашем обществе такие дети. Сложно. На свадьбе будут важные люди. Что? Если он закричит? Анна почувствовала укол. В нашем обществе. Мама. Это 21 век. Аутизм не позор. Ты стыдишься собственного внука. Разговор перешел в крик. Вера обвиняла Анну в том, что она испортила семью своим разводом. Что Дима не такой, как все, из-за ее плохого выбора мужа. Анна не выдержала. Ты всегда любила Сергея больше. После папы ты видела во мне только обузу. Вера заплакала. Неправда. Я старалась для вас обоих. Но Сергей мужчина. Ему нужно строить карьеру. Ты женщина. У тебя ребенок-то. Стереотипы ударили как пощечина. Анна поняла, мама застряла в прошлом. Где сыновья — приоритет, а неидеальные дети — проблема. Уход мамы оставил пустоту. Анна задумалась о своем детстве, всегда в тени брата. Всегда жертвуя. Теперь история повторялась с Димой. Сергей не звонил, но прислал сообщение: «Аня, давай встретимся». Без эмоций. Они договорились о видеозвонке. На экране он выглядел уставшим. Катя, его невеста, сидела рядом. Ее лицо было бледным. Мы подумали. Дима может прийти. Но только на церемонию. Не на банкет. И если что-то случится... Анна прервала. Если что-то случится... Он не бомба. Это оскорбление. Катя вмешалась. Анна. Поймите. Мои родители консервативны. Они не знают-то. Его состояние. Слово «состояние» резануло. Анна увидела в Кате не союзника, а угрозу. Тогда скажите им. Или вы стыдитесь. Разговор зашел в тупик. Сергей предложил компромисс. Дима остается дома. Но Анна приходит. Для мамы-то. Анна отказалась. Нет. Мы вместе или никак. Экран погас. И Анна почувствовала одиночество. Друзья советовали сдаться. Но она не могла. Вечером Дима спросил: «Мама, почему все злятся?» Она объяснила просто: иногда взрослые не понимают, что важно. Но внутри она кипела от несправедливости. Общество, где нормальность — критерий любви, было жестоким. Анна решила действовать. Она записала видео в соцсетях. Анонимно. О дискриминации детей с аутизмом в семьях. Видео разлетелось. И незнакомцы писали слова поддержки. Но семья узнала. Мама позвонила в ярости: «Ты позоришь нас. Удали это». Анна ответила: «Нет. Это правда-то». Конфликт вышел за пределы семьи. Сергей потерял нескольких друзей, которые встали на сторону Анны. Его карьера пошатнулась, шеф намекнул на семейные проблемы.
Катя приехала в Петербург одна. Встреча была неожиданной. Анна. Я хочу понять. Расскажите о Диме. Они гуляли по парку. Анна рассказала о диагнозе, о терапиях, о радостях. Катя слушала. Глаза на мокром месте. Я не знала. Мои родители. Они из другого поколения. Анна кивнула, но Сергей знал. И мама точь. Катя пообещала поговорить с Сергеем. Уходила она с обещанием: я попробую изменить. Но изменения не пришли. Сергей позвонил, Катя рассказала. Но ничего не меняется. Свадьба через месяц. Решай-то. Анна почувствовала предательство от Кати. Она притворялась. Мысли о лжи мучили. Она начала сомневаться в себе, может. Она слишком упряма. Для Димы ли это? Или для ее гордости? Ночь прошла в раздумьях. Утро принесло решение: она поедет на свадьбу одна. Но с условием. Нет, и она не сломается. Письмо родственникам было началом. Теперь время для разговора с родителями Кати. Она нашла их контакты через соцсети. Позвонила отцу Кати. Представившись. Здравствуйте. Я сестра Сергея. Хочу поговорить о Диме. Мужчина был удивлен, но выслушал. Анна объяснила ситуацию. Ваш зять отвергает моего сына из-за аутизма. Это несправедливо-то. Отец Кати задумался: мы не знали. Обсудим. Звонок дал надежду. Но и страх. Что, если это усугубит? Вечером мама приехала снова. Аня. Хватит. Сергей в депрессии. Он жалеет. Анна увидела трещину. Тогда пусть пригласит Диму. Мама кивнула: я поговорю. Но Анна знала, это не конец. Конфликт разрастался, затрагивая амбиции, предрассудки, любовь. Каждый платил цену, Сергей — репутацию. Мама — единство семьи. Анна — доверие. Месяц до свадьбы превратился в минное поле. Анна получала сообщения от родственников, одни угрожали бойкотом, другие умоляли помириться. Она держалась. Но усталость накапливалась. Дима чувствовал напряжение, стал чаще прятаться в своей комнате. Строя крепости из подушек. «Мама, дядя Сережа злится на меня?» — спросил он однажды. Анна солгала снова: нет. Солнышко. Взрослое дело. Но ложь отравляла. Катя позвонила: Анна. Мои родители согласны. Дима может прийти. Но с няней точь. Предложение звучало как милость. Анна отказалась: он не нуждается в надзоре. Он семья. Катя вздохнула: тогда ничего. Анна увидела в этом манипуляцию. Сергей стоял за всем. Она решила встретиться с братом в Москве. Поездка была тяжелой, мысли о прошлом мучили. В квартире Сергея царил хаос, коробки с подарками, списки гостей. Он открыл дверь. Глаза красные. Аня. Заходи, точь. Они сели на кухне. Почему ты так упряма? Спросил он. Анна ответила: почему ты отвергаешь племянника? Сергей рассказал: Катя боится скандала. Ее отец влиятельный. Помогает с карьерой.
Если что-то пойдет не так. Анна прервала. Карьера важнее семьи. Он кивнул. Да. Я боролся за это. Ты всегда была сильной. Аня. Но я хочу стабильности. Слова открыли правду, амбиции Сергея перевешивали. Он видел в Диме угрозу своему идеальному будущему. Анна почувствовала жалость, брат, которого она растила, стал чужим. Помнишь, как я отказалась от университета ради тебя? Сказала она. Сергей опустил глаза. Помню. Но теперь моя очередь. Уходила Анна с горечью. По пути мама позвонила. Он не изменится. Сдайся, дочь. Но Анна не сдалась. Она организовала встречу с психологом для семьи. Давайте поговорим открыто. Мама согласилась. Сергей нет. Встреча прошла без него. Вера Ивановна плакала. Я боюсь за него. Общество жестоко. Анна ответила. Общество меняется. Мы должны вести это. Разговор тронул маму. Но не изменил. Дома Дима сломал игрушку в истерике. Я плохой. Дядя не любит меня. Анна обняла. Ты лучший. Они ошибаются-то. Это был перелом. Она решила, если не пригласят, она устроит свою свадьбу, пикник для Димы с друзьями. Но идея казалась жалкой. Неделю спустя пришел удар, Сергей отменил приглашение Анне. Ты слишком много шума. Мама поддержала, для спокойствия. Анна почувствовала пустоту. Семья отвергла ее. Друзья звонили, предлагая помощь. Она заплакала впервые по-настоящему. Катя написала: «Прости. Я пыталась-то». Но Анна не верила. Исследование в соцсетях показало: Катя из семьи, где идеальность все. Предрассудки глубокие. Анна начала кампанию, посты о аутизме. Интервью местным СМИ. История разлетелась. Сергей потерял контракт. Он позвонил в ярости: «Ты разрушила мою жизнь». Анна ответила: «Ты разрушил нашу семью». Конфликт достиг пика. Мама заболела от стресса. Вина мучила Анну, стоит ли правда такой цены? В больнице мама сказала: «Аня, прости. Я была слепа». Признание тронуло. Помоги Сергею понять. Анна кивнула. Но брат не звонил. Свадьба приближалась. И Анна знала, выбор сделан. Потери неизбежны. 2 недели до свадьбы. И воздух был пропитан напряжением. Анна получила письмо от отца Кати: «Мы обсудили. Приглашаем Диму». Без условий. Это было победой. Или ловушкой. Она позвонила Сергею: «Это правда?» Он ответил сухо: «Да». «Но если проблемы, твоя вина». Анна согласилась. Но внутри кипело. Подготовка была нервной. Она купила костюм Диме. Объяснила правила: если шумно, скажи маме. Дима радовался: я увижу дядю. Мама приехала помочь. Аня, я горжусь тобой. Но трещины остались. В день свадьбы поездка в Москву была долгой. В церкви Дима вел себя идеально. Но на банкете толпа перегрузила. Он заплакал, спрятавшись под столом. Катя подошла. «Все хорошо?» Анна кивнула, но видела осуждение в глазах гостей. Сергей подошел.
Видишь? Я предупреждал-то. Анна вспылила тихо, он старается. А ты? Конфликт вспыхнул в туалете. Ты эгоист. Кричала она. Ты жертва. Отвечал он. Мама вмешалась. Хватит. Вечер закончился рано. Дима уснул в машине. Анна плакала. Стоило ли? Дома она осознала, победа горькая. Семья изменилась. После свадьбы Сергей уехал в медовый месяц. Мама осталась с Анной. Он жалеет. Но Анна сомневалась. Месяцы спустя конфликт эхом отдавался. Сергей звонил редко. Дима спросил, дядя любит меня? Анна ответила честно, да. Но по-своему точно. Анна нашла поддержку в сообществе родителей аутистов. Ее история вдохновила многих. Но цена — отчуждение от брата. Мама заболела серьезно. В больнице она сказала, Аня, прости за все. Я выбрала неправильно. Анна простила. Но шрамы остались. Сергей вернулся. Но изменился ли? Встреча была напряженной. Я понял. Прости, точь. Но слова пусты. Год после свадьбы. Анна построила новую жизнь, работа. Терапии для Димы. Семья собиралась редко. Сергей преуспевал. Но одинок в душе. Катя родила ребенка. Анна поздравила. Но не приехала. «Почему?» — спросила мама. «Боюсь повторения точь». Сергей приехал в Петербург. Аня. Поговорим-то. Они гуляли по Неве. Я был неправ. Амбиции ослепили. Анна слушала. Ты заплатил цену. Он кивнул. Друзья отвернулись. Катя в депрессии. Признание тронуло. Дима простит тебя. Встреча с Димой была теплой. Дядя. Поиграем. Сергей согласился. Но доверие не вернуло сразу. Мама выздоровела. Но слабая. Семья — это выбор. Анна размышляла, прощение, слабость или сила. Она выбрала прощение. Но с границами. Конфликт научил, общество меняется медленно. Но семьи могут вести. Прошло 2 года. Семья собралась на день рождения мамы. Сергей с женой и ребенком. Анна с Димой. Атмосфера теплая. Но хрупкая. Дима играл с кузеном. И все шло гладко. Но вспоминания всплыли. «Помнишь свадьбу?» — пошутила Катя. Молчание. Вечером Анна и Сергей поговорили. Я изменился. Спасибо. Что боролась-то? Анна кивнула, но цена была высокой. Мама сказала, я горжусь вами. Но Анна знала, шрамы вечны. Кто прав, тот. Кто борется за справедливость. Рискуя всем. Или тот. Кто жертвует малым ради мира.